Всем привет! Сегодня у нас достаточно трудоемкая работа. Девушка ко мне пришла с отросшими корнями где-то шестимесячной давности. И по разговору с ней я выяснила, что ходить часто она так и не будет, потому что финансовые трудности. Как же нам решить вопрос? Она хочет остаться светленькой, но в то же время часто не посещать меня. Ну, вопрос мы с ней решили. Видите, каким образом. У меня есть волшебная расчесочка. И я решила сделать ей мелирование, мелкое мелирование, микромелирование, или, как бы поточнее сказать, это вуалька, техника вуалька. Расчесочку я вам покажу чуть позже, там я вставила ее фотографию. И вы увидите зубчики, как выглядит эта расчесочка и почему она очень удобна для набора именно вот этих вот очень мелких прядей. Давайте с вами все-таки разберемся, почему же я выбрала именно эту технику. У нас с вами есть несколько особенных таких моментов, на которых наша девушка обострила, да, внимание. То есть первое, ходить она часто не может. Второе, она хочет быть светленькой. И вот теперь давайте с вами думать, почему именно мелкая штопка. Ну, технику мелкую штопку можно делать и без вот этой расчесочки, просто это будет гораздо дольше. Потому что здесь расчесочка, она как бы сама, видите, делит вам прядки. Кстати, здесь где-то приблизительно 30-40% идет всего лишь в светлую часть, которую я забираю. Но это я вам подальше, может быть, еще раз объясню. Значит, так давайте разберемся еще. Значит, мелкая штопка что делает? Она приближает наш с вами вид к аэртачу. То есть она настолько мелко рассеивает белые прядки, которые мы с вами осветляем, что когда клиент ваш долго не приходит к вам, то у него отрастают волосы незаметно. То есть настолько вообще мало виден переход, что это создает именно комфортное ношение несколько месяцев. То есть люди могут ходить так же, как в технике AirTouch, там до полугода, до 9 месяцев. Поэтому вы обязательно продумайте и оговорите с клиентом его вообще дальнейшие пожелания. И так как у нас с вами концы здесь были уже все светлые, видите, да? Я, естественно, делаю только на отросшую зону. И в итоге, когда вы посмотрите, ну и вначале были видны вот эти фотографии, у меня в итоге вышел именно AirTouch. То есть то, чего я и добивалась. Следующее условие. Опять же, насколько вы хотите сделать светлой свою девушку. Вот техника вот этой расчесочки такова, что если вы берете расческу сверху, вот я сейчас здесь вам показываю, видите, сверху я сейчас ее буду втыкать, вы получаете для осветления всего лишь 30-40%. Если вы таким же образом будете расческу брать снизу, то 30-40% у вас наоборот останется в темной зоне, а остальное будет в светлой. Этим вы можете регулировать свою светлость клиентки, да? Значит, и следующий момент. Чем тоньше вы берете пряди, тем, скажем так, эффект рассеивания, вот этого мелирования будет более мягким. Поэтому тоже не берите крупные пряди, а то у вас также девушка как бы будет более темной. То есть, чтобы сделать более мелкие пряди, итог я вам, да, как бы давайте подобьем, чтобы сделать более, скажем так, нежный переход, берете тонкие пряди и расчесочку делаете сверху, правильно? Если вы хотите побелей, делаете мелкие пряди, расчесочку берете снизу. Ну и наоборот, если вы хотите сделать потемней, то берете более широкие пряди и расчесочку берете сверху. Порошок мы с вами наносим очень-очень аккуратно. Вы порошок, когда наносите, начинайте, пожалуйста, с центра вашей пряди, то есть именно на центр вашей желаемой окрашенной пряди. Вот вы посмотрите внимательно, то есть не наносите сразу близко от головы, то есть сначала на центр,
А потом уже растягивайте аккуратненько, аккуратненько растягивайте как можно ближе к началу, то есть к корешкам. И не забывайте, густо к корешкам не накладывайте. Некоторые порошки имеют свойство раздуваться. И в итоге, если вы очень близко наложите и густо наложите ваш краситель, он может просто вытечь, и тем самым он даст кляксу. Кляксы нам вообще противопоказаны в любой технике мелирования, потому что это настолько портит эффект, настолько получается некрасиво. Вы, наверное, с этим сталкивались, поэтому, пожалуйста, будьте аккуратны. И вот, значит, следующий еще момент, видите, сначала на середину, а потом растягиваете. Кстати, вы можете использовать планшет, если вам удобно, но я планшет использую на более длинных, скажем так, рисунках, на более длинных волосах. И как бы мне удобно наносить прикорневое мелирование именно так на руках. Значит, и когда у нас с вами вот такой вот уже, как бы называется, коррекция, да, также вы можете корректировать мелирование, также вы можете корректировать AirTouch, балаяж и все что угодно. Мы с вами, видите, не наносим уже на окрашенную ранее зону. Мы наносим с вами аккуратненько до нее. И этот хвостик я убираю в сторону. Видите, вот раз, я его убрала в сторону и закрываю фольгу. Почему? Потому что для того, чтобы он не соприкасался с порошком. Значит, разведение порошка у нас с вами классическое, да, то есть по инструкции. Видите, как здесь хорошо видно, что расчесочка сама разделяет прядки, и я пальчиком просто помогаю себе, да, разделить их до конца. И видите, я не от края наношу, я наношу чуть-чуть ближе к серединке. Уходите и растягиваете потом ваш порошок уже аккуратненько. Убираем хвостик, затем сейчас здесь будет прекрасно видно. Смотрите, оп, в сторону убрала. Все, складываете бумажку. Видите, я закрепляю треугольничком. Почему? Таким образом она как бы не сползает с волос. Тоже очень удобно. Она, как вы поняли, это фольга. Значит, вернемся тогда к технике разведения порошка. По инструкции для закрытой техники. Это все у производителя свое, поэтому на чем вы работаете, вы это прекрасно знаете. Я здесь комментировать это не буду. Пожалуйста, приходите, если вы чего-то не знаете ко мне. Я вас всему научу, и для вас будет не проблема работать с порошками разных брендов. Порошок мы разводим несколько раз, свеженький делаем. Значит, смотрите, самое мощное осветление у порошка, как правило, первые 20 минут. Поэтому вы все-таки разводите каждый раз свежий и на каждую зону свой процент окислителя. Если вы быстро работаете, начинаете 3%, если вы работаете медленно, начинаете 1,5%, ну там или 1,9%. Смотрите по своей скорости. И, соответственно, с приближением к лицу, с приближением к вискам вы увеличиваете процентность порошка. Не порошка, а окислителя. Если вы работаете медленно, начинаете, как я сказала, уже с 1,5%, маленькими блоками. Дальше у вас пойдет 3, 4,5, 6, 7,5, 9%. Если вы работаете быстро, то вам достаточно будет 3, 6 и 9. Если вы добавляете плексы, не забудьте, пожалуйста, это, конечно, хорошо бы. Если вы добавляете плексы, то у вас процентность понижается. То есть, если вы взяли 3%, то у вас практически будет 2%. Если взяли 9%, то будет 6%. Вы это тоже имейте в виду. То есть понижается намного. Но существуют разные защиты, которые мы тоже с вами можем добавить в порошок, которые не понижают мощность осветления. Поэтому тоже изучите их, пожалуйста, и добавляйте как защитные средства для волос. Ну и, конечно же, смягчение самого красителя. Время выдержки порошка у нас, как правило, по инструкции до 50 минут.
Значит, смотрите, тут есть такой нюанс. До 50 минут. Это не значит, что можно сидеть ровно, нужно сидеть ровно 50 минут. Вот конкретно моя девушка, она быстро осветляется, и я как бы уже об этом знаю, поэтому через полчаса я уже начинаю ее смотреть. Если у вас клиент пришел к вам первый раз, вы, конечно же, для того, чтобы клиент не волновался. Вот я, кстати, здесь вам показываю, что я работаю тремя блоками, потому что я работаю очень быстро. То есть, видите, я вам показала разделение. Там была нижняя зона, здесь была средняя. И уже вот последний блок я работаю уже на 9%. Так, вернемся к нашим 20 минутам. Смотрите через 20 минут, и тогда вы будете понимать, сколько ей еще сидеть. Если она хорошо у вас осветляется, то, значит, соответственно, высиживаете там 30, 40, 50 минут. Смотрите сами по фону осветления. Вы должны довести фон осветления до светло-светло-желтого. Конкретно моя девушка сидела всего 40 минут. Значит, если у вас все-таки такой достаточно темный волос был и плохо осветляется, вы можете посидеть час. Но больше я вам не рекомендую. Лучше доработайте дальше уже красителями тонирования. Конкретно с моей девушкой мы тонируем уже в мойке, то есть цветовой бани. Дальше я вам это покажу, потому что она у меня получается идеальной, просто идеальной. Закончив затылочную зону, мы с вами переходим на теменную зону. Некоторые, конечно, начинают с висков, но я вам рекомендую начинать все-таки с теменной зоны, потому что виски у нас самые нежные волосы, самая высокая температура и осветляется гораздо быстрее, чем теменная зона. В чем трудность здесь у нас с вами будет? Видите, как хорошо видно, как расчесочка мне помогает в делении. Здесь трудность в чем? В том, что прядь нижнюю я опустила на волосы, и, соответственно, потом ее мне нужно найти, не взяв лишнее. Вот только единственная трудность. Поэтому некоторые начинают с лба. Но я от лба не начинаю, потому что, ну, скажем так, мне так удобней, да. Я так привыкла. А вы там уже смотрите, вы будете продолжать как бы с затылочной зоны идти к лицу, либо от лица пойдете к затылочной зоне. Вот я вам здесь показала, что прядь я все-таки нахожу и подкалываю ее. Видите, чуть больше времени, может быть, на это уходит. Но я так привыкла работать. Это не обязательно с меня брать пример. Можете начинать от лба. Решайте, это, конечно же, ваше будет решение. Как вам комфортно, так и делайте. Это на результат никоим образом не влияет. Все то же самое здесь повторяете. Потом после теменной зоны мы с вами, естественно, переходим на височно-боковые зоны. Мы с вами, когда дойдем сейчас до лица, там у девушки будет пушковый волос, и я там пряди немного делаю мельче, чтобы не было каких-либо явно выделенных выраженных полосок. Пропускала, чтобы я немного, а все-таки выровняла ей цвет там. Поэтому там я ловила уже коротенькие прядочки. Так, забыла вам еще рассказать один момент, который тоже вот очень важен вот в наборе. После того, когда вы разделили прядочку вашу, положили фольгу. Да, видите, здесь как раз, если у вас она равномерно не разделилась, вы расчесочкой доработайте, пожалуйста, чтобы не было широких прядок. Все-таки это у нас вуалька, это у нас рассыпается цвет. Поэтому доработайте расчесочки, вытащите лишние пряди. Видите, я, как всегда, как вам я и говорила, начинаю не от самого корня, а чуть-чуть подальше, а потом растушевочку делаю. И вот сейчас вот здесь будет момент. Смотрите, за хвостик, и я подтягиваю прядь. Видите, вот она, потянула прядь. То есть я фольгу стараюсь под самый корешок очень плотно подвести, чтобы не было никакого соблазна фольге съехать и не было никаких вообще попыток порошку просочиться на кожу. Поэтому обязательно подтягивайте свою прядочку для того, чтобы ее все-таки более плотно положить на фольгу и закрыть. Фольгу, как вы опять же видите, я все-таки кладу блестящей стороной вовнутрь. То есть я
прядку кладу на блестящую сторону. Я уже говорила не один раз в своем видео, это просто для меня закон физики, поэтому я так работаю. У каждого, естественно, свое мнение на это. Я не претендую на ваш выбор. Какой бы стороной вы ни положили, я уверена, у вас результат будет отличный. Если вы немного густовато положили к корешку этот порошок ваш, то вы просто аккуратненько пальчиком подснимите. Вот видите, здесь я немножко убрала лишний состав, и все, и дальше продолжаю работать. Вот я добралась до лица, и, как я вам уже ранее говорила, я здесь делаю прядки более меленькие. Они, видите, у меня совсем прозрачные получаются. Это дает эффект прям такой совсем размытости, наинежнейшести. Там, мне кажется, даже если бы у нее волосы были почернее, это было бы похоже на седину. Но так очень-очень мягко размывается. Поэтому у лица, чтобы не было вот этих дополнительных больших крупных прядей, я решила размыть именно так. У лица у нас есть пушковый волос, который более короткий. И здесь, конечно же, вы чуть-чуть помогаете себе расчесочкой и создаете дополнительный рисунок с помощью собственных ручек, потому что расческа, конечно, все подцепить у вас не может. Переходим на височно-боковую зону. Здесь у нас с вами разделение идет уже по диагонали, то есть диагональное разделение. Технику мы с вами не меняем. Также мы делаем с вами расчесочкой сверху. Все нанесение, все то же самое, только единственное, вы переходите на диагональку, чтобы не было каких-либо четких полосочек. Именно диагональка дает еще плюс дополнительную размытость, перемешанность. Пряди промазывайте хорошо, они должны быть все-таки все в составе. Чуть-чуть их как бы расчесочкой причешите, для того, чтобы они у вас промазались насквозь. Но капать, как вы понимаете, не должно, чтобы красителю не было повадно вылезти из фольги. Поэтому все-таки все нужно в меру, но не сухо. Если вы нанесете сухо, мощности у красителя не хватит осветлить прядь до нужного уровня. Закончив с одной стороной, переходим на противоположную.
зону и работаем с другой височно-боковой частью. С какой вы будете начинать, это вообще не важно. Либо с левой, либо с правой. Вообще не имеет значения, как вам удобно. Заканчиваете нанесение. Помните, время выдержки у вас в среднем 50 минут до 50 минут. Значит, предложите чай, кофе, пока девушка ожидает своего звездного часа. Сейчас покажу расчесочку. Мгм. И вот так вот у нас с вами девушка выглядит, когда мы все с вами нанесли. Очень красиво получается. Значит, после того, как вы высидели время, мы с вами идем на моечку и начинаем стягивать нашу фольгу, потому что уже у нас с вами результат готов. Как я вам говорила, я просидела 40 минут. И здесь что, какая есть особенность? Я решила, что я чуть-чуть почищу цвет именно на тех прядках, которые я осветлила. То есть не на всех концах, а именно только на тех прядках. Видите, вот я вам показываю, как я подчищаю цвет. То есть я стягиваю сам состав, который у меня нанесен на корневую зону, ту, которая не была осветлена, на всю длину. Я держала очень мало, то есть вот когда я дошла уже до последней пряди у лица, но она у меня полежала еще, может быть, минутки 3 и все. Я для чего это делаю? Я немного разрыхлила волосы, которые были ранее окрашены, чтобы у меня вот эти прядки взяли тонирование. То есть я буду тонировать в моечке цветовой баней. И, соответственно, мне нужно, чтобы цвет получился, скажем так, чуть-чуть похолодней. А свежие мелированные волосы, то есть свежие, вот когда вы только-только это мелирование нанесли, вы же знаете, у вас всегда будет один эффект при тонировании, а староокрашенные волосы будет другой эффект. Вот для того, чтобы мне получить более холодный оттенок, я делаю вот такую небольшую смывочку. Но так как уже волосы обесцвеченные хорошо были, конечно же, держать я долго это не могу, потому что я просто реально боюсь за волосы, чтобы они у меня в итоге потом не отломались. И девушка ходила, продолжала со своими волосами, потому что стричься она у меня опять же не хотела, потому что она отращивает волосы, и она хочет сохранить длину. В идеале после вот таких серьезных окрашиваний вы обязательно должны клиента подстричь, потому что, скажем, волос становится более живой. Вы убираете все сухие концы, а значит, соответственно, волос смотрится богаче, здоровей. Концы, как правило, сухие, когда у нас такой вот эффект получается матовости. Когда вы срезаете вот эти сухие концы, то блеск прям практически у вас получается при тонировании, при окрашивании до конца кончиков. То есть я рекомендую все-таки вашего клиента обязательно стричь после окрашивания, не до ничего, а после окрашивания. И если девушка, конечно же, прям вообще в отказ, ну, я так понимаю, что конкретно моя, у нее есть еще все-таки финансовые трудности. Поэтому тоже это учитывайте, не надо сильно настаивать, вот я сказала и все. Нет, конечно, так делать не надо, вы входите в положение, потому что у каждого свои проблемы, у каждого своя жизнь, каждый на все что-то рассчитывает. Поэтому лучше сделайте перед тонированием девушки лечение какое-нибудь быстрое,
чтобы было все-таки не так убийственно по карману. В общем, смотрите сами, как вы будете щадить волосы. Главное, не перестарайтесь и не убейте их. Значит, вот смотрите, я вот растягиваю, и потом, когда мы с вами минутки 3 после этого вот полежим, я буду все смывать. Значит, когда вы моете, значит, я вам рекомендую помыть все-таки сначала шампунем глубокой очистки, для того, чтобы вы вытащили порошок из волос. И второе мытье уже делать фиолетовым шампунем. Я покажу, что я мою только фиолетовым. Ну, то есть я пропустила там этот момент, потому что очень долго все получается. И так я вам видео здесь сделала на полчаса, все подробно объяснила. Надеюсь, оно вам пригодится, и вы будете все-таки дальше работать. Вы, когда смотрите свой уже фон осветления, вы видите, у меня прекрасный результат получился. От этого пропорцию для цветовой бани вы разводите, конечно же, самостоятельно. Вы используете цвета, конечно, холодные для нейтрализации золотистого оттенка. Если у вас хочет посерее девушка быть, одна пропорция. Если побелее, другая пропорция. Опять же, это все я вас научу, как определять. Так что приходите. И вы будете уже четко разбираться, какие микстона там, либо краски смешивать между собой для того, чтобы получить шикарный результат. Вот здесь я мою фиолетовым шампунем. Как вы понимаете, это называется подложка цвета. То есть если бы девушка у меня была бы первичное окрашивание, я могла бы просто помыть фиолетовым шампунем и отправить ее домой, потому что натуральные волосы осветляются прекрасно. Но девушка у меня уже была окрашена раньше и была Total Blonde, который немного пожелтел, поэтому, конечно же, мне делать пришлось подложку цвета и дальше ее тонировать, потому что цвет у корней и у концов, конечно же, отличается. Вот я здесь показываю, что я ее уже наношу, эту цветовую баню. Вот я хорошенечко ее разношу везде. И она прям на глазах совершенно меняется цвет, оттенок. Промазывайте везде, не забывайте возле шеи волосы, там тоже у нас было окрашивание, и наносите везде равномерно. Вы никуда не отходите от своей девушки. И, естественно, вы выдерживаете от 5 до 20 минут, все зависит от интенсивности, которую вы хотите сделать. Хочет ли она более белой, либо более серой. Видите, хорошо везде промазываете, показываю. Либо более серой. От этого время выдержки от 5 до 20 минут. Цветовая баня, как разводится, это классический вариант. Рассказывать здесь не буду. Пишите, звоните, пообщаемся. Время прошло, и вы после этого смываете. Видите, вот я смотрю, пальчиками вы снимаете краску, и вы увидите, какой там у нас с вами уже цвет получился. Надо еще, значит еще, нет, так нет. Вот, все, девушка, видите, у меня не стриглась, я сняла полотенце ей и посушила волосы. Но некоторые меня просили показать укладку, да. Здесь я вообще не использовала никакие составы. Я просто вам показываю, как сделать легкие кудри на брашинг. То есть на утюги у нас все это сейчас есть. У нас просто интернет кипит всякими этими предложениями. Я вам показываю, как сделать вот эти легкие кудри именно на брашинг. У меня такой средний диаметр, здесь, по-моему, 34. Расческу использую я Olivia Garden. Мне нравится, потому что она не цепляет волосы. Ну и потом цвет у меня, видите, такой гламурненький. Мне тоже это нравится. Значит, в чем тут такая вот фенечка? Вы хорошо просушиваете прядь, ее хорошенько прокручиваете на расческе, высушиваете от начала до конца, то есть ее разглаживаете. У вас прядь ложится в пазы, видите, я ее делаю вверх-вниз, вверх-вниз, то есть я ее хорошо кладу в пазы для того, чтобы не было никаких заломов. И затем я ее нагреваю
То есть, когда она в накрученном виде у меня прядь, я ее хорошенечко прогреваю утюгом. Сейчас вот посмотрите, прогреваю, видите, вот прогрела. И переворачиваю, ой, утюгом совсем заговорилась, феном. И переворачиваю фен обратной стороной. Что дает нам обратная сторона? Идет охлаждение, там холодный воздух. То есть я могу просто долго ждать, когда у меня остынет прядь, но мне ждать некогда, и поэтому я ее нагреваю очень хорошо. Видите, нагрела, охладила, отпустила. И у меня получается такая легкая волна. То есть очень игривый, нежный локон. Рекомендую использовать брашинги. Тоже получается быстро, прекрасно, живенько. Ну вот, укладка у нас практически покончена. Эффект, как я вам обещала, получается как Air Touch. Да, сами видите. Дальше вы уже просто ручками разбиваете до конца. Вот, да, я здесь как раз отлично все показала. И ваша девушка уже счастливая, довольная, уходит. Говорит вам большое спасибо, и вы записываете сразу ее на следующий раз. Но только через 3 месяца минимум. Дерзайте, творите, приходите научу. Хорошего вам дня!